Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Не за горами женский праздник. В этом году у меня совсем не было идей, что можно связать на 8 марта. Спасибо моим дорогим подписчикам и зрителям. Они мне предложили связать объемную восьмерку, украшенную цветочками. Единственное, я не смогла добиться, чтобы она стояла на поверхности. Но зато вяжется такая игрушка очень просто и легко. Это по сути два кружочка в виде таких пончиков разного размера с отверстиями внутри, сшитые друг с другом в виде восьмерки. Высота ее 14 сантиметров. Она украшена цветочками, листочками, зеленым стеблем и перевязана ленточкой. Но вы можете оформить ее как вашей душе угодно, что подскажет вам фантазия. Сама восьмерка двухцветная, внутри красный цвет, а снаружи розовый. Мастер-класс будет состоять из одной части. Вначале я расскажу про материалы и инструменты, необходимые для изготовления восьмерки, а затем покажу процесс вязания и сборки. И вы легко сможете связать такой же сувенир на 8 марта. И не забудьте поделиться фотографиями ваших работ в социальных сетях. Ссылки на мои страницы в Инстаграм и ВКонтакте я оставлю под видео. Еще на моем канале есть один мастер-класс, посвященный Дню 8 марта. В нем я показываю, как связать тюльпаны, весенние цветы. Можете заглянуть в мой плейлист под названием 8 марта. Там я буду собирать все мастер-классы к женскому празднику. А сейчас займемся восьмеркой. Для работы нам понадобится пряжа разных цветов, какие у вас есть. Я восьмерку буду делать двухцветную, розовую и красную. Цветочки у меня будут желтые и оранжевые, листочки светло-зеленые, а стебель темно-зеленый. Все это пряжа Yarn Art Jeans. Состав 55% хлопок, 45% полиакрил, метраж 50 грамм на 160 метров. Вы можете использовать другую пряжу и другие цвета. Вязать буду крючком 2 мм. Еще нам потребуются бусинки для цветочков, совершенно любые, у меня вот такие. Также для украшения восьмерки будем использовать какую-нибудь ленточку небольшой длины. А чтобы приклеить стебель к игрушке, воспользуемся клеем Момент Кристалл. Ну и стандартный набор инструментов: ножницы, игла с широким ушком, набор английских булавок и наполнитель. Итак, приступим. Первым делом свяжем верхний маленький кружочек. И сначала возьмем пряжу того цвета, который будет внутри. У меня это красная пряжа. Итак, делаем начальную петлю и набираем 18 воздушных петелек. 1, 2, 3, 16, 17, 18. Получилась вот такая цепочка. Далее нам нужно ее сомкнуть в круг. Для этого делаем соединительный столбик в первую воздушную петлю. Вот так. Самое главное, следите, чтобы цепочка не перекрутилась. Ну и теперь вяжем первый ряд, 18 столбиков без накида. Причем первый столбик без накида делаем в ту воздушную петлю, в которую сделали соединительный столбик. Вот мы связали первый ряд. Теперь можно проложить нить контрастного цвета. Она нам поможет не запутаться в подсчете рядов. Далее вяжем второй ряд. 2 столбика без накида, прибавка, повторяем 6 раз. Начинаем вязать
обратите внимание, не в соединительный столбик, а в первый столбик без накида. Вяжем один столбик без накида, затем второй и делаем прибавку. Прибавка — это 2 столбика без накида, провязанные в одну и ту же петлю. Вот так. Далее повторяем эту комбинацию еще 5 раз. Третий ряд. 1 столбик без накида, прибавка, повторяем 12 раз. Дальше вяжем 4-й ряд. 2 столбика без накида, прибавка, повторить 12 раз. Последнюю прибавку в этом ряду мы вяжем следующим образом. Вяжем первый столбик без накида, и в эту же петлю мы должны провязать второй, но мы его не довязываем до конца. На крючке у нас 2 петли. Берем пряжу другого цвета, у меня это розовая, и меняем цвет. То есть этой розовой пряжей мы довязываем столбик. Вот таким образом мы сменили цвет пряжи. В принципе, можно и обрезать пряжу красного цвета, а можно и не делать этого, потому что она нам еще пригодится в дальнейшем. Дальше мы вяжем 10 рядов по 48 столбиков без накида в каждом, уже пряжей розового цвета. При этом нам нужно ввязать вот этот хвостик. Вот как получается с одной и с другой стороны. Продолжаем вязание. Вот я связала 10 рядочков розовой пряжей, но не провязала последний 48 столбик без накида 14 ряда. Просто я хочу вам показать, что получилось. Вот такая деталь. Теперь нам нужно опять поменять цвет пряжи. Для этого вяжем последний столбик без накида, но не до конца. На крючке у нас 2 петли. Теперь подхватываем пряжу красного цвета, не затягивайте ее, чтобы в дальнейшем деталь не перекосилась при наполнении. Вот я довязала до конца этот столбик красной пряжей, и теперь пряжу розового цвета можно обрезать. Перекидываю нить контрастного цвета, натягиваю розовый хвостик и дальше вяжу 15 ряд по схеме. 2 столбика без накида, убавка, повторить 12 раз. При этом вот этот хвостик ввязываем. Вяжу первый столбик без накида,
Далее второй столбик без накида и делаю убавку. Я предпочитаю невидимые убавки. Для этого ввожу крючок за переднюю стенку первой петли по ходу вязания. Затем ввожу крючок за переднюю стенку следующей петли. Провязываю их, а затем провязываю 2 петли с крючка. Вот так получилась невидимая убавка. Вяжем дальше. Шестнадцатый ряд. 1 столбик без накида, убавка, повторяем 12 раз. Ну и вяжем последний, 17 ряд по схеме. 2 столбика без накида, убавка, повторяем 6 раз. В конце давайте сделаем 1 соединительный столбик. Все. Обрезаем ниточку, оставляя хвостик для сшивания. Вытягиваем. В итоге вот такая деталь у нас получилась. Дальше будем набивать ее наполнителем и сшивать по внутренней стороне. Итак, вставляем хвостик в иглу и для начала вынем ниточку маркер, чтобы она нам не мешалась. Теперь складываем деталь вот таким образом, совместив первый и последний ряд. Вот этот хвостик первоначальный спрячем внутрь. И будем сшивать первый и последний ряд, заводя иглу под столбики последнего и воздушные петли первого ряда. Сделаем несколько стежочков, а потом набьем наполнителем деталь в районе сшивания. Затем сделаем еще несколько стежочков и опять набьем наполнителем. И так постепенно мы будем действовать, пока не дойдем до конца. В итоге мы сошьем и набьем деталь полностью. Теперь можно набить вот эту часть наполнителем. Ну и дальше продолжаем действовать таким же образом. Делаем несколько стежков и набиваем наполнителем.
конце сделаем узелочек и спрячем хвостик внутри детали. Вот такая деталь у нас в итоге получилась. Это лицевая сторона, а это изнаночная. Вот эту ступеньку перехода цветов мы в дальнейшем спрячем с помощью украшений. Дальше вяжем второй кружочек, только побольше. Вторую деталь вяжем аналогично, только делаем ее побольше. Опять же, сначала берем пряжу красного цвета. Набираем 24 воздушные петельки. И получившуюся цепочку смыкаем в круг с помощью соединительного столбика. Дальше вяжем первый ряд 24 столбика без накида, без изменений, начиная с первой воздушной петли, в которую мы провязывали соединительный столбик. Второй ряд 1 столбик без накида, прибавка, повторяем 12 раз. Причем первый столбик без накида вяжем в столбик без накида предыдущего ряда, а не в соединительную петлю. Третий ряд 2 столбика без накида, прибавка, повторяем 12 раз. Четвертый ряд 3 столбика без накида, прибавка, повторяем 12 раз. Последнюю прибавку провязываем не до конца, чтобы сменить цвет пряжи. Вяжем первый столбик без накида и второй. На крючке у нас 2 петли. Берем пряжу розового цвета и ею довязываем. Вот мы сменили цвет пряжи. Красную опять не обрезаем. Натягиваем розовый хвостик. И уже розовой пряжей вяжем 12 рядов по 60 столбиков без накида в каждом. При провязывании последнего столбика 16 ряда опять меняем цвет пряжи на первоначальный, на красный.
Вот я сменила цвет. Дальше в этом случае розовый хвостик обрезаем, но оставляем длинный хвост. Он нам пригодится для сшивания двух кружочков вместе. Нить контрастного цвета я перекидываю. Теперь розовый хвостик мы выводим на лицевую сторону, не ввязывая его. Далее вяжем красной пряжей 17 ряд. 3 столбика без накида убавка, повторяем 12 раз. Восемнадцатый ряд, 2 столбика без накида убавка, повторяем 12 раз. Ну и вяжем последний, 19 ряд, 1 столбик без накида убавка, повторяем 12 раз. В конце сделаем 1 соединительный столбик. Все. Теперь обрезаем ниточку, оставляя хвостик. Вытягиваем ее. Вот что у нас получилось. Ну а дальше вы знаете, что делать. Нужно вынуть нить контрастного цвета, а потом, соединив края вместе, сшить их и одновременно набить деталь наполнителем. Вот мой второй кружок полностью готовый. А это первый. Сравните размеры. Теперь нам надо их сшить вместе. Для этого соединяем их вот таким образом. Ступеньки перехода цветов расположите там, где будут в дальнейшем украшения, закрывающие их. Далее вставляем хвостик в иглу, выводим иглу в то место, откуда начнем пришивать, и будем пришивать со всех сторон, спереди, по бокам и сзади. Границу сшивания делаем пошире, но не очень сильно. Вот я вывела иглу туда, откуда начну сшивать детали. И начинаю. Для этого захватываю одну петельку верхней детали и одну петельку нижней детали. Натягиваю ниточку хорошо и так действую до конца, пока не сошью обе детали вместе.
В конце делаем узелочек и прячем хвостик внутри детали. Если у вас не очень аккуратно получилось сшить две детали вместе, не переживайте. Мы место сшивания спрячем под ленточку. Ну и теперь будем украшать нашу восьмерку. Я буду украшать цветочками, листочками и стеблем. Цветочки я уже подготовила. Вот такие они маленькие, с бусинками посередине. Давайте свяжем третий цветочек вместе. Берем пряжу любого цвета и вяжем первый ряд. 5 столбиков без накидов кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец, набираем одну воздушную петлю и провязываем в кольцо 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия, и вывязываем лепестки. Вяжем первый лепесточек. Набираем 2 воздушные петельки. Далее в первый столбик без накида провязываем сразу 2 столбика с одним накидом. Один и второй в эту же петлю. Опять набираем 2 воздушные петельки. 1, 2 и в эту же петлю делаем соединительный столбик. Первый лепесточек готов. Точно так же вяжем следующие 4 лепестка. Набираем 2 воздушные петельки. В следующую петлю вяжем сразу 2 столбика с одним накидом. Набираем 2 воздушные петли и в эту же петлю провязываем соединительный столбик. Вот у нас уже 2 лепесточка. Делаем еще 3 таких лепестка. Далее обрезаем ниточку, оставляя хвостик. Вытягиваем. Наш цветочек готов. Но и осталось пришить только бусинку. Для этого вставляем хвостик в иглу. Вводим иглу сзади в центр кольца амигуруми. Выводим с лицевой стороны. Далее нанизываем бусинку на иглу и пришиваем к центру цветочка. Сделали пару стежочков. Дальше связываем хвостики 2 узелочками. И короткий обрезаем. Вот таким образом мы быстро и просто связали цветочек. Вы можете навязать их столько, сколько хотите. Далее займемся листочками. Вот так они выглядят, маленькие листочки. Свяжем еще один вместе. Для листочка беру пряжу светло-зеленого цвета и набираю 6 воздушных петелек. Далее в
третью воздушную петлю от крючка провязываю сразу 3 полустолбика с одним накидом. Первый, в эту же петлю второй, и в эту же петлю третий. Дальше в следующие 2 воздушные петли провязываю по одному столбику без накида. Один, второй. И в последнюю воздушную петлю вяжу один соединительный столбик. Дальше набираю воздушную петлю, перехожу на другую сторону цепочки и буду ввязывать вот этот хвостик. В первую воздушную петлю опять делаю соединительный столбик. В следующие 2 воздушные петли по одному столбику без накида. И в последнюю воздушную петлю сразу 3 полустолбика с накидом. Один, два, 3. Далее натягиваю хвостик, чтобы вот этот узелочек у нас ушел внутрь. Натянула хвостик и заканчиваю листочек соединительным столбиком. Все. Дальше обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания. И обрезаем первоначальный хвостик. Все, листочек готов. Таких листочков вы можете связать сколько угодно, так же как и цветочков. Чтобы связать стебель, мы должны набрать столько воздушных петелек, сколько нам нужно. Я сделаю 100, лишние потом можно в любой момент распустить. Вот у меня получилась такая длинная цепочка из воздушных петелек. Ниточку я не обрезаю, оставляю так, приклею стебель, лишние воздушные петельки распущу и обрежу ниточку и спрячу хвостики внутри детали. Стебель готов. Ну вот, у нас есть все украшения для восьмерки. Цветочки, листочки, стебель и ленточка. Далее уже полет вашей фантазии. Можно стебель вклеить или пришить, как вам угодно. Потом присоединить цветочки, спрятав ступеньки перехода цветов. И все это украсить листочками. И не забывайте про ленточку. Оформление я показывать не буду, тут все понятно, каждый может сделать по-своему. Ну вот, я окончательно украсила восьмерку, такая она получилась. Стебель я вклеила, первоначальные и конечные хвостики спрятала внутри, цветочки с листочками я пришила в 2 местах и спрятала под ними ступеньку перехода цветов. Также повязала ленточку. Я уже говорила, вы можете украсить восьмерку как угодно, как вам больше нравится. Ну а на сегодня это все. Надеюсь, у вас получился очень красивый подарок к 8 марта. Делитесь своими работами в социальных сетях. И не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий мастер-класс. На этом я с вами прощаюсь и поздравляю с наступающим женским праздником. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!